Всем привет, друзья, на связи Пентагон. Это очень быстрый обзор по рынку в связи с таким скорым дампом, в принципе, достаточно прогнозируемым дампом. Не буду разбирать сейчас большое количество альтов, не буду сейчас подводить итоги конкурсов, сделаю это чуть попозже. Сейчас все-таки хотелось бы быстренько дать комментарии по рынку, чтобы вы успели им воспользоваться или не воспользоваться, уже сами как смотреть. Во-первых, очень забавно, что именно сегодняшний день я поставил в обзор, какой же ценой будет к 7 часам сегодняшнего дня, и по большому счету мы сходили и на 51 500 по фракталу роста и в принципе свалились вплоть до 42. Это, если смотреть по уровню FIBA, это по большому счету почти... Сейчас... Где же у нас пролив-то был? О, 42. Ну да, это, короче, почти сходили до 0,5 по коррекции. И, в принципе-то, по большому счету, я не думаю, что нас, скорее всего, будут держать выше полтинника, поэтому для меня сейчас интересно будет ретест пробитой трендовой линии. Это будет вот что-то, наверное, я буду ждать, вот здесь было от 64 до 47, но вот по-хорошему, наверное, вот это сейчас мы будем ждать перед дальнейшим походом вниз. То есть я, в принципе, жду 47 500, 48 600. Да, для дальнейшего похода вниз попробовать, допустим, к 40 тысячам подойти, или опять даже к 42, и вот уже от 42 вот сюда, в сторону 49, потом отскочить. То есть, если сейчас, короче, рассмотреть поближе, то я уберу, кстати, вот эту горизонтальную линию, чтобы она не мешалась. Результаты конкурса все равно будут такие очень размытые. Я найду 3 победителей. Ну, наверное, будет один и тот, кто 51 500 сказал. Ну, вообще, к 7 часам подведу еще какой-то итог. Так, собственно, что сейчас жду? Сейчас жду ретест пробитого тренда. Ретест пробитого тренда у меня будет в районе 47, по-моему, 500. Я смотрел. Сейчас посмотрим на крупном таймфрейме. Короче, где-то вот, типа вот здесь. Так, почищу здесь график. Если выше вот этой линии закрепят, выше 48 500 и над трендовую закинут, тогда это дальше лонг. Но сейчас я об этом скажу. Немножко почищу график для вас. Решил очень быстро, даже вот не стал, я уже начал набирать по 47 200 шорт, и вот мы сходили сейчас на 46 600, я даже не стал трогать, перезаходить, буду ждать 47 500, 48 400. Так, погнали, у нас есть тренд, он по сути сейчас был пробит, и для того, чтобы идти либо вверх, либо вниз, нам нужно его проретестить. Тренд находится либо если мы смотрим линейный график на отметке, вот здесь вот, отметка 48 200, если смотрим свечной график, то это будет отметка чуть-чуть выше, отметка 48 500. То есть, что жду? Мы находимся сейчас на отметке 46 600, мы сходили вот уже сюда 47 200, по-моему, да, мне налило лимитки, и сейчас я жду вот этот ретест. 47 800, 48 200 для возможного подбора шортов, еще одних. Все свои шорты я закрыл на последней отметке 44 888, то есть вот этот пролив от 44 500 я только лонганул 44 300 и закрыл 46 300. То есть сегодня давать какие-то консервативные длительные сигналы, я думаю, будет тщетно, но давайте попробуем торгануть. Вот сходим, думаю, к 47 500, 48 200. Оттуда, скорее всего, опять наклонят вот так вот прям под ретестом к уровню 44 500. И вот, наверное, на этом уровне, в районе 44 500, 43 800, ну вот, наверное, вот так вот, где-то здесь вот, я думаю, надо будет попробовать лонгануть чуть-чуть. Опять же, только ради все того же ретеста. То есть я хочу дождаться большой головы и плеч.
То есть, да, которая может быть вот так вот будет сформирована. Если вот эта голова и плечи, скажем так, деформируются, то есть как раз таки где-то, наверное, вот этот уровень пониже даже можно взять и попробовать. То есть к этому уровню я планирую как-то, наверное, сходить. То есть нынешний пролив откупается только с целью возможного вот этого ретеста 49 500, 48 800, и все равно в дальнейшем я также буду шортить. То есть если смотреть на фрактал, я думаю, сейчас уже мы не будем говорить о том, что этот фрактал является очень валидным. Так. Ну, дно я буду ждать 36 тысяч по-хорошему. 38 какой-нибудь, типа. Нормально будет. Ну вот. Но чем вам не нравится мой прекрасный фрактал? Я считаю, что это произведение искусства сродни создания индикатора относительной силы. То есть вот мы сходили на этот пролив, но для того, чтобы, скажем так, подтвердить какую-то, я думаю, бычку, нужно будет хорошенько еще раз пролиться и срезать то, что сейчас налипло на лимитках. Много кто откупался, уже вел 46-48, сводить их куда-то на 44 было бы кошерно. Ну, то есть и вот мое правое плечо, и вот этот гиб, он, в принципе, полностью совпадает с тем, который был у нас ранее. И сейчас был пробой, жду еще какого-то вот здесь, наверное, быстрого ретеста. Это как раз-таки 47 200, 47 500, 48 200 в потолке. Если выше, сейчас разберем. В противном случае, вот еще раз пойдем в район 44 500. Здесь, наверное, попробуем какой-нибудь лонг с целью с ретеста вот этого 49 тысяч. И там вот настоящий бигшорт будет, я думаю, вот здесь вот на ретесте. Ну, то есть то, что мы видели сейчас, это хорошо. Это было вот подтверждение тому, что наш план, в принципе, он достаточно валидный. Но вот основная история, я думаю, будет это вот поход от 49 в сторону 36. То есть вот этот дамп, наверное, я еще буду ждать. Это медвежий сценарий, продолжение текущего вообще парада. Так, есть, конечно же, бычий сценарий. Так, бычий сценарий, это если нас сейчас сразу где-то на объеме закинут выше уровня 48 200, 48 400, и вот таким тогда макаром поведут на обновление максимума на 54 500, тогда это все будет вертель имени меня. То есть это когда мы идем, растем, падаем, возвращаемся и плавно растем. То есть здесь, в этой парадигме, когда мы сначала вверх идем, потом вниз, потом плавно растем, это вот как раз-таки восходящая история. Если бы мы сначала вниз пошли, потом вверх падали, то есть вот как у нас было перед, по-моему, пампом, вот здесь как раз-таки, когда нас свозили вверх, вверх-вниз, и спокойненько уже пошли дальше выше. То есть бычий сценарий – это уход сразу выше 48 500, 48 600, закрепление, и тогда это бычий сценарий. Медвежий сценарий – это уход ниже сейчас, обратно к 44 500, потом лонг берем до 49, и тогда пойдем вот по тому сценарию. Что по эфиру? Вот хочу еще только, наверное, эфир сказать. Эфир вообще весь рост откорректил. Мы сходили до моего уровня 2900. Блядь, как так вообще? Я эфир закрыл 3300, блядь, чтобы вы понимали, мне и вообще не впадал. 3900 по 3300. У меня еще, я улыбаться там сильно не могу, у меня губа, блядь, заживает до сих пор. Что по эфиру жду? По эфиру поход то же самое к этой трендовой линии, трендовый к его ретесту, это как раз таки будет вот чуть-чуть выше, я думаю, отметка ближе к 3600, 3550, 3600. Ну вообще, если вы сейчас ничего не откупали,
как бы, блядь, откупать сейчас что-то я, наверное, бы не стал. Хотя вообще изи скорректироваться до наших каких-то там точек. Вот эфир, да, офу, блядь, BNB 440, SLP, до свидания. Вот TLM тоже куда-нибудь 0.3, Лайток 162 уже. Лайток, спокойненько, прошу прощения, 190, классик. Да, в принципе, мы уже где-то здесь на ретестах. О, уже 47, 450, вот как раз таки биточек. Слушайте, давайте-ка я выпущу это видео, вам отправлю, а потом уже все остальное будем смотреть. Сипка там льется, все будет литься, жду, наверное, дальнейшего дампа. Вторая часть этого ролика с результатами конкурса, с обзором альтов. Давайте чуть попозже, как все устаканится.